Так, добрый день, друзья. Давайте поговорим про индекс войны. У нас перед вами спектрограмма, которую сделал Сергей Тарасов, и спектрум показывает основных два цикла, которые определила спектрум Бартельса. Это у нас 232-летний цикл и 29-летний цикл. 232-летний цикл мы назовем старшим циклом, он как бы идет дольше. Вот его гармоника, то есть у него экстремум в районе там 40-х годов, как раз там в районе Первой, Второй мировой войны. И дальше он идет на спад. То есть войны должны к сегодняшнему дню и дальше уменьшаться. Это интенсивность и, скажем так, по эскалации и по интенсивности. По идее, они должны уменьшаться. И второй цикл, который находит спектрограмма, это 29-летний цикл. Выглядит гармоника вот таким вот образом. Здесь у нас много экстремумов. Один из экстремумов, точнее, вот ближайший экстремум, это у нас попадает на 29-й год. То есть вот он, экстремум. Получается 28-29 год. Вот и примем эту спектрограмму, вот эту гармонику, этот индекс войны, примем за основу, за базу. То есть примем его за базис и дальше будем работать. Следующее. Мы будем рассматривать несколько карт и также разные инструменты. То есть и математические модели построим, ну и, допустим, паттерны. То есть какие-то косвенные инструменты тоже будем использовать. Не только астрологию, не только спектрограмму, не только Бартельса. То есть будем использовать разные модели и найдем что-то среднее. Вот. Докажем, что этот цикл либо работает, либо нет. Итак, у нас ближайший важный транзит. Мы дальше рассматриваем карту США. У нас важный транзит будет, вот, скажем так, в 28 году. Важная точка такая в карте штатов. Есть такая позиция, вот Раху Кету. И у нас будет проходить там Плутон по этой точке, ну, вместе с Раху. Ну, у нас подобное было с Сатурном в 62 году. То есть тут у нас только проходил Сатурн по этой точке, ну, вместе с Кету. Вот. Ну и напротив Марс был, да, вот это у нас получается операция Анадырь была. Строим модель, строим ее вот таким вот образом, то есть орбы я ставлю там 6-7 и формулы мы вот L1 умножаем на L2. То есть отдельно строим Плутон по натальному Кету, отдельно строим Раху по натальному Кету. И потом объединяем эту формулу вот таким вот образом. L1 умножить на L2. То же самое сделаем с Сатурном. И получаем вот такую вот на таймлайне вот такие линии. То есть у нас получается 62 год. И у нас получается важные события в карте США, связанные с решением каких-то, может быть, ядерных вопросов, может быть, конфликтов, международных конфликтов. У нас получается это 27-28 годы. Примерно, да, то Плутон долго будет стоять на этой точке, но вот все вместе планеты будут находиться, вот сгусток их, скажем так, будет находиться вот 27 и начало 28. Скорее всего, это все продлится и перекинется и до 29 года. Так, здесь пока все, просто обратили на это внимание. Идем дальше. Смотрите, если у нас идет обострение, как правило, вот у нас была война на Ближнем Востоке, и у нас в 90-м году был вот такой вот пик цены по нефти. Это когда было вторжение в Кувейт, Ирака. И есть такая закономерность. Считается, что цена на нефть растет вслед за ценой на серебро. То есть серебро является условным паттерном для нефти. Ну, мы это можем проверить. То есть мы берем просто цены серебра, вот красным котировки серебра. Мы делаем, вот можете посмотреть, у меня тут 0 стоит, то есть никакого лага, никаких... мы не находим, не сдвигаем ни вправо, ни влево, мы просто 1 к 1 накладываем цену серебра на цену нефти. Ну и смотрим, действительно ли они взаимодействуют. То есть считается, что когда цена серебра начинает расти, через какое-то время за ней следует нефть.
Да? То есть они как бы являются опережающим. Ну, по лагу я тут не буду сейчас играться, мы просто накладываем один к одному. Соответственно, когда цена серебра падает, через какое-то время падает и нефть. То есть мы вот видим, например, вот в 2000 году вот серебро резко выросло, и затем через какое-то время выросла и нефть. Серебро здесь упало, через какое-то время упала и нефть. Что мы наблюдаем сейчас? Ну, на расстоянии, если брать на расстоянии, это выглядит вот таким вот образом. То есть, ну, можете посмотреть, что визуально оно, серебро и нефть очень даже идут в похожей корреляции, да? Вот. Визуально мы видим, что очень-очень похоже. Вот. Что мы наблюдаем сейчас? С 2024 года цена на серебро начала расти, а цена на нефть пока снижалась до июня 2025 года. И мы видим, что цена на нефть сейчас стала расти вслед за серебром. И так в дальнейшем мы будем следить за котировками серебра, пока оно и не думает снижаться, серебро продолжает расти, пробивать свои хаи. И, скорее всего, нефть последует за ценой серебра. То есть по серебру на канале есть отдельно, можете посмотреть, там астрологические методы прогнозирования котировок серебра, но нам интересно, мы сейчас пытаемся посредством серебра понять, будет ли расти цена на нефть. А если будет, мы прогнозируем, что будет рост цены на нефть, то, скорее всего, это будет указывать на то, что война на Ближнем Востоке будет затягиваться, да? Что там будут какие-то проблемы с логистикой нефти, с добычей нефти. Ну, в общем, как правило, война на Ближнем Востоке вызывает у нас рост цены на нефть. Вот, соответственно, если мы скажем так, прогнозируем снижение нефти, значит это стабилизация на Ближнем Востоке. Если мы прогнозируем рост дальнейшей нефти, то соответственно, конфликты будут на Ближнем Востоке нарастать. Что еще? В астрологии считается, что за нефть отвечает у нас Нептун. У нас сейчас соединение Нептуна на небе с Сатурном. Мы можем посмотреть, что это было в последний раз в 1989 году. Вот у нас было такое соединение. Не знаю, связано ли это. Вот в 1989 году было соединение Сатурна с Нептуном. В 90-м году уже вот был конфликт Ирака с Кувейтом, и там уже цена начала расти. Вот сейчас у нас опять соединение Нептуна и Сатурна. На небе это 36-летний цикл. Между Нептуном и Сатурном также бывают еще и оппозиции, и квадратуры. Ну, тоже мы их можем посмотреть на котировке нефти. То есть перед нами котировка нефти, вот, да, то есть мы смотрим, только что мы посмотрели, что бывает, когда Нептун с Сатурном соединяются, и сейчас мы посмотрели, что бывает, когда между этими планетами 90 градусов и 180 градусов. Понятно, да? Вот формула, то есть мы вот построили Нептун, квадрат и оппозиция Сатурн с орбом 4 градуса. Все. То есть вот такие еще бывают. То есть мы видим, что когда между ними 90 градусов, когда между ними 180 градусов, котировки нефти падают. Когда они соединяются, можно предположить, что вскоре после соединения у нас, вот, к сожалению, нет длительной истории нефти. Вот то, что есть с 83-84 года, у нас на соединении Нептуна и Сатурна происходит рост нефти. Так, это посмотрели. То есть косвенно, что здесь можно сказать, что косвенно предполагаем, что цена на нефть будет расти. Видимо, будет расти в 26-м, 27-м и 28-м годах. Вот, пока и дальше, в дальнейшем мы будем следить за серебром и смотреть, начало ли оно корректироваться. После того, как оно начнет падать, вскоре за ним последует, через какой-то лаг, последует и цена нефти, что будет косвенно говорить о том, что будет мир. То есть, опять же, это косвенно. Паттерны — это такой косвенный признак. Так, здесь пока все. Следующее. Это у нас транзитная ситуация, очень важная. У нас есть цикл Плутон-Сатурн. Буду показывать на котировках
тоже нефти. И начался этот цикл соединения. То есть соединение началось Сатурна с Плутоном, началось в 2000 году. Это такой военно-политический цикл, цикл трансформации власти, цикл войны. Вот, начался он в 2000 году, начался он негативно. У нас тут война в Карабахе была, потом коронавирус. В общем-то, сейчас, в ближайшее время в этом цикл начнет уже 90 градусов между планетами, это 28-29 годы. И на самом деле вот 28-29 год у нас задеты очень много натальных карт стран, да. Одной из таких стран является Украина. Мы сейчас гривну посмотрим на котировках доллар-гривна. Что мы тут строим? Мы тут строим... Сатурн проходит по натальному Плутону. Ну, тут Орб-3, ну, можно и подкорректировать. И смотрим. Ну, 2006 год, это там у нас начало было обрушение, там большая катастрофа была самолета под Донецком. Там, по-моему, 200 человек погибло. Но такого вот конфликта открытого не было. Потом у нас этот цикл начинается в ноябре 2014 года. Вот. Ну, Орб-3, то есть у нас 2014 год весь проходит соединение этих планет, то есть с Сатурна транзитного по Плутону натальному. Потом этот цикл повторяется в 2022 году. Ну, кстати, очень даже четко показывает вот с февраля месяца. И дальше этот цикл, это у нас май 29 года. То есть следующая точка в этом цикле, это вот май 29 года. То есть это у нас 7,5-летний цикл. В 29 году Сатурн будет находиться, как мы уже выяснили в предыдущем, вот только что мы сказали, что мы говорили транзитная ситуация на небе. То есть в 29 году у нас будет такая сложная транзитная ситуация Сатурн-Плутон на небе. То есть эти две планеты будут не дружить на небе. А транзитная ситуация к наталу, да, у нас получается вот эта вот недружественная ситуация на небе будет проецироваться на натальную карту Украины. Понятно, да? То есть она у нас задета. И задета не спокойным Сатурном, а злым Сатурном. Ну, условно говоря. То есть получается сложная транзитная ситуация на небе передается на вот натальную карту Украины. Что тут еще можно добавить? Есть такая система Джиотиш, ну вот Вишмота Даша. Я небольшой специалист в Джиотише, но невозможно не обратить внимание, что периоды Вишмота Даша это именно периоды планет. Видно, что период Юпитера в натальной карте Украины начинается 8 ноября 2013 года и длится до 8 ноября 2029 года. Да? То есть мы видим явный цикл, вот, скажем так, в индийской системе, если можно назвать Джиотиш индийской системой. У нас видно, что вот период Юпитера вот у нас с 13 по 29 год. Все, там он заканчивается и наступает период Сатурна. То есть по прямой сигнификации Юпитер считается хорошей планетой, а Сатурн, скажем так, планетой испытаний. Но Юпитер в Джиотиш, именно Вишмота Даша, там смотрится не только по прямой сигнификации планеты, что Юпитер это хорошо, там, например, Сатурн это плохо, а смотрится в то именно непосредственно в каком доме стоит Юпитер, там, как аспектирован и так дальше. Ну, опять же, тут мы не будем сейчас рассматривать все, но скажу, что Юпитер находится в равнодомной индийской системе в 7 доме, то есть в доме открытых врагов. То есть косвенно можно предположить, что по индийской системе вот до 29 года, скажем так, вот это вот дом врагов, открытых врагов, он будет включен и задействован, скажем так, и только в 29 году меняется период у Украины. Так что посмотрели эту систему тоже. Ну, одним глазом посмотрели и идем дальше. Так, ну тут сложнее немножко будет. Перед вами котировки рубль-доллар.
И тут у нас построен тоже с такой на уровне первого класса астрологии. Это обычный цикл. Сатурн, транзитный Сатурн проходит по Марсу. Марс тут тоже в 7-м доме открытых врагов. И у нас ближайшее такое прохождение Сатурна по Марсу. Причем Сатурн с Марсом по натальному Марсу. То есть явный аспект войны, военного конфликта, он проходит у нас с марта, с апреля. Пик будет в апреле 26 года и продлится весь 26 год. Вот. Тут очень много аналогий. Ну, последний раз такое прохождение было в 96 году. Где у нас? В 96 году, в августе месяце. Это у нас как раз вторая чеченская операция «Джихад». Как раз август 96-го. После этого были заключены вот как раз Хасавюртовские соглашения. Там была задета также Луна. И здесь у нас тоже в 2026 году Луна это у нас население, да, то есть это у нас, скажем так, кризисные моменты для населения, то есть когда население там переживает, либо вот получает какие-то информации по средствам массовой информации, да, то есть какие-то новости. Вот. И у нас вот весь 26 год будет проходить сложности кризисная ситуация для населения. И точно военный вот цикл в апреле 26 года. Вообще весь 26 год тут достаточно такой конфликтный. И ну, спокойным его точно не назовешь. Что еще надо сказать? В 29 году здесь тоже будет натальная карта РФ задета. То есть у нас либо вообще не заканчивается, либо у нас переход с одного конфликта в другой. То есть вообще эти годы у нас неспокойные. 26-й, 28-й, 29-й здесь в карте России все время идут какие-то вот конфликты. И также Луна будет находиться под напряжением уже от Плутона в 28 году. Поэтому, конечно, есть страны, которые точно будут участвовать вот в этом индексе войны, то есть в этом учащении, скажем так, военных конфликтов. Также вот задета карта Азербайджана, это 28-29 год. И в карте Ирана, ну давайте сейчас я покажу в Иране быстренько. В карте Ирана, скажем так, трансформация власти, а также военный цикл у нас, вот Плутон-Марс. Он захватывает 28-й, 29-й и практически начало 30-х годов. То есть такой длительный транзит, поэтому явно, что натальная карта Ирана точно будет задета 28-й, 29-й годы. То есть здесь их спокойными не назовешь. По России вот прямо апрель-май 26 года очень сильно выделяются, поэтому далеко там залезать на уже 28-29 годы тут сложно. Но явно вот если говорить о таких кризисных для нервных периодах, это вот 26, 27, 28 годы. То есть эти 3 года Плутон будет по Луне идти. Тут много факторов. Военные вот в доме противостояния. Опять же, сейчас не будем глубоко уходить в астрологию. Здесь пока вот закончили. Пока мы видим, что выделяется у нас, ну, в ближайшее время по России выделяется 26 год, что здесь вот особенно вот апрель-май месяц, да, март, апрель, май месяца 26 года, они как бы очень сильно выделены. И мы говорили, что похоже у нас было на август 96 года, то есть это цикл очень похожий на вот тот цикл, на похожее прохождение планет. Дальше мы смотрим ось катастроф. Что такое у нас ось катастроф? Ось катастроф это у нас Антарес и Альдебаран. То есть это у нас две звезды, которые находятся друг напротив друга. Вот Альдебаран, вообще-то альфа Тельца она находится. Ну, так как у нас система здесь геоцентрическая, она тут нам видится, что она в Близнецах находится. Ну, по сути, неважно, мы сейчас будем строить.
То есть вот это у нас Альдебаран и вот у нас Антарес. То есть они находятся напротив друг друга. Понятно, да? Что мы видим? Мы видим, что транзитный уран скоро, ну как скоро, в 29-28 году, сейчас построим, он дойдет до этой оси катастроф, он дойдет до Альдебарана, сделает с ним соединение, соответственно, включится вот этот контейнер оппозиции. То есть мы в Timex Solution можем строить транзитный уран оппозицию Антарес или строить транзитный уран соединение Альдебаран. То есть это будет одно и то же. Что так, это будет работать. Итак, вот я уже построил. Вот у нас построено уран, соединение с Альдебараном с сорбом 4 градуса. И смотрим, когда у нас было похожее прохождение. Так, это было 1860-61 годы. То есть вот в этот период, это период гражданской войны в США. В этот момент уран проходил Альдебаран. Понятно, да? Следующее соединение. Уран проходил Альдебаран, то есть все то же самое. У нас было, ну, он проходил с 43 по 45 годы. То есть, ну, опять же, тут видите на сходящихся аспектах, то есть, может быть, захватываем и там 42 год, 1942 год. И следующее соединение у нас, ну, получается 27 год, конец 27-го, 28 и 29 годы. В общем-то, все. С осью катастроф тоже закончили. Угу. Так, Вишмот Рядаши сказали. Азербайджан задет сказали будет. Ну, давайте теперь пробежимся. Значит, цикл Тарасова был сделан на основе Бартельса, то есть это спектрум модуль. Вот он, модуль спектрум. Значит, транзит в карте США, это у нас была астрология, общая транзитная ситуация, то есть цикл Плутон-Сатурн, то, что на небе, вне зависимости, какие карты задевает, это тоже была астрология. Потом посмотрели, какие карты задеты, то есть мы увидели, что задето там, Иран задет в 29 году, Украина задета в 29 году, то есть там цикл повторяется. 7,5-летний цикл в Украине. Сказали по Джьотиш, по Вишмот Рядаши, это косвенно немножко сказали. Транзит в карте РФ, очень много напряжения в 26 году, в 27 году. Кстати, в 29 году, ну, там Нептун на Марсе будет стоять, туда пока не забегаем, но пока вот в ближайшее время видим, что карта РФ задета точно. Транзит по оси катастроф показали, вот он, 27-й конец, 28-й, 29-й год. Ну и, кстати, по штатам мы тоже увидели, что с конца 27-го года в Штатах будет соединение, как было во время операции «Анадырь». Вот, ну, сложно сказать. Ну, посмотрим, как оно будет. Ну, 27-28 год в транзите карте США тоже есть вот похожий транзит с 62-м годом. Так, это астрология, транзит по оси катастроф. Это все-таки астро, но это неподвижные звезды. Тут не планеты, мы тут работали с неподвижными звездами. Индекс Барбо-Гушона. Это математическая модель, то есть это расстояние между 5 парами планет. Так, у нас есть Гушон или нет Гушона? По-моему, Гушон где-то был. Да, вот модель Барбо-Гушона у Анатолия Зайцева, она выглядит вот таким вот образом. Ну, тут у нас снижение, то есть чем ниже вот эти нижние экстремумы, это у нас войны, катастрофы, землетрясения, мировые кризисы, распады стран и так дальше. Вот, у нас тут вот пики были, нижние экстремумы, ну, предыдущие были 42-43 год, потом 56-57, тут кризис 80-х годов, 95-й год, потом выравнивание. Вот ближайший экстремум был нижний кризис, это был 21, 22, 23, 24 год. То есть вот так вот. Потом идет выход до 30 года. То есть что у нас показывает эта математическая модель? Так, у Зайцева пока закрываем. Давайте
посмотрим, посмотрим у Тарасова. У Тарасова та же самая модель. В принципе, они, ну, это та же самая модель, но она тут с учетом фазы, то есть ретроградности. Вот эти все коррекции, это фаза ретроградности, да. Давайте смотреть, что у нас у Тарасова более подробная модель. Более того, у Тарасова можно менять, дополнять, добавлять планеты. Например, кто-то хочет Марс добавить, хотя у классики математической модели Барбо не было Марса. Но в любом случае надо понимать, что это не астрология, это именно математика. То есть это мы добавили сюда еще пятую модель, да, это математическая модель Барбо на основе расстояния между планетами. Значит, что показывает у нас здесь, наверное, вот так вот будет подробнее. Значит, у нас показано, что самый пик кризиса это у нас вот 22 год, видите, вот пик нижний. И потом мы постепенно выходим. Каждая коррекция имеет значение. То есть, видите, у нас 24 год мы отталкиваемся до какой-то фазы, да. Потом опять снижается. 25 год мы опять уходим от кризиса, убегаем, условно говоря, да. То есть, чем выше этот график, верхние экстремумы, это самые спокойные места, это безопасные места для мира, то есть отсутствие землетрясений, войны, все остальное. То есть, тут самая безопасная точка у нас получается 31 год. Вот это по Барбо Гушона, в принципе, уже там 30-й год она спокойна. Кризис 26-й год, как раз вот апрель месяц, здесь нарастание, вот то, что мы увидели в карте РФ. Потом опять, ну, возможно, скажем так, решение каких-то вопросов, опять кризис. Давайте без подробностей, что нам говорит этот график. Этот график говорит, что кризис, который мы видим, мы уже, ну, давайте, итог такой, что, в принципе, все графики, все модели говорят о том, что у нас спокойным время до 29 года не назовешь. Все графики показали, что цикл Тарасова верный, что действительно до 29 года войны будут нарастать, причем в разных абсолютно странах, и очень много будет участвовать игроков в этих конфликтах. То есть мы рассмотрели разные модели, это вот спектрограмму Тарасова по Бартольцу взяли, мы даже взяли паттерн серебро, то есть это работа уже с паттернами, это не астрология, это просто работа с паттернами, да, то есть это косвенные признаки того, что если что-то одно растет, то тянет за собой другое, либо как-то коррелирует с этим. Мы видим, что серебро коррелирует с нефтью, а нефть будет расти. Также астрологически все разобрали и получили итог такой, что у нас все-таки война будет, да, в 28-29 году, то есть будут какие-то кризисные войны, ну, больше всего похоже все-таки это Ближний Восток. Вот, возможно, это будет, вот этот цикл общий, квадратура затронет там и Китай. Вот. Во всяком случае, все страны будут задействованы вот в войнах, то есть спокойным эти годы не назовешь. Но математическая модель Барбо-Гушона показывает, что в целом кризис будет пройден. То есть и кризис уже он будет, но он будет меньше, чем был в 2022 году. То есть, условно говоря, для мира, вот скажем так, возможность там, например, ядерной войны, она больше была, например, в 22-23 году, чем она будет вот там в 29 году. Понятно, да? То есть, ну вот, если верить этой модели, если мы ее берем за основу, то, в принципе, если ей верить, то можем, скажем так, оптимистично посмотреть на следующие, вот, которые нас ждут, военные конфликты, что, в принципе, скажем так, какой-то вот Третий мировой глобальный с применением ядерки это не приведет. Но, конечно, вот конец 27 года, вот этот Плутон вот в карте США, вот как было при Карибском кризисе, показывает, что все-таки ядерный кризис нам предстоит. То есть, как он закончится, я не знаю, но есть оптимистичная, вот в конце вот эта математическая модель, она, скажем так, дает какой-то повод для оптимизма. Но в целом, конечно, посмотрели, особенно вот ось катастроф показывает, что, скажем так, спокойными эти годы точно не будут. Так, где у нас еще раз ось катастроф?
Так, это гривна. Да, вот Альдебаран. Вот. Вот такая вот модель. Очень из всех мне понравилось очень вот это построение модели оси катастроф. Вот. Ну, посмотрим, как проиграется. Ну, в общем, ждем прохождения урана по Альдебарану. Такая неприятная звездочка. Все, хорошего дня. Спасибо.